In the middle of 2022, Leonid Nevzlin Research Center for Russian and Eastern European Jewry and the Hebrew University of Jerusalem launched the project Ukrainian Jewish Refugees in Israel – Jewish Identity in the Context of Russian-Ukrainian War. Янукович теж проникла, вся Росія проникла в всі сфери життя, своєю пропагандою, своїми грошима, купувала і купує, і зараз очищатися нам дуже багато треба. Нам стало, як Ізраїль, з таким сусідом бути. Просто жах, просто жах. Говорят же все, что вот возле границы, вы же видите, что силы скапливаются. Да нет, ничего, все нормально, ну и так далее, что все будет нормально. Первые дни, слезы, какая-то растерянность, незнание того, что делать, куда идти, куда бежать. Вышли на кухню пить чай. Вот. И просто доли секунды ты видишь, что-то летит, но ты не успеваешь даже среагировать. И просто когда на тебя уже все начинает сыпаться, ты падаешь на стол, стол и закрываешь голову. 19 апреля мама умерла, мы ее похоронили в саду возле дома, потому что на кладбище не смогли, заминировано все было вокруг, посадки, кладбище, все заминировано. 20-го маму похоронили, пришли все соседи, помогали под дождем, в грязи полная, ливень был, выкопали могилу, похоронили маму. Пыталась, конечно, собраться, ходила, помогала, чтобы чувствовать, чтобы держать себя в тонусе, ходила помогать там, для переселенцев, собирали одежду, сортировали, также продукты собирали. То есть он не снялся с воинского учета и начал настаивать, что уезжайте с мамой, потому что мне одному будет проще. Я не буду за вас переживать, я буду переживать только за себя. Это не то, что вывозили только еврейских детей, только еврейских стариков. Вывозили всех. У нас был знакомый другой на машине тоже. И он сказал, я буду выезжать в субботу на Западную Украину. Он нам сказал, это 4 шабата. И муж сказал, что мы в шабат не поедем, если не будет вот такого массового выезда, мы не будем. И мы уехали через фонд дружбы, мы уехали в Израиль. Через фонд дружбы? Да. Как вы с ним связались? Через синагогу. Сейчас я живу с девчонкой, она с Москвы. Она работает в Мисрат Клите. Познакомились мы в Варшаве с ней, когда я улетала, через Польшу я улетала в Израиль. Вот если меня спросить, беженка или беженка, да. Наверное, что я хочу домой. Хотите домой, да? Ой, как хочу домой. Я сама себе говорю, такая старая, я не доживу, потому что там война будет еще долго. Вы думаете, долго еще это продлится? А сколько вам понимаете, кажется? Путин не отдаст ничего. Отпускать меня начал, да. Уже, наверное, через несколько месяцев. И я все время жду. Я говорю, давай к этому отнесемся как к свадебному путешествию. Вот, тогда легче, в мозгу легче, потому что беженцы вот как-то совсем грустно. Хотя мы беженцы. У меня семья абсолютно нерелигиозна. Ага. А сейчас мне эти традиции очень интересны. Действительно, стараюсь их изучать, даже подумываю принять гиюр. Угу. Сейчас мне это все интересно. Здесь, в общем, все евреи. А откуда он, с Украины или там с России? Меня встречали дети. Он мне помог вынести мне вещи, подождал пока это. И говорит, успокойтесь, вы дома.